Следующий жуткий фрагмент видео был загружен мотоциклистом. При просмотре видео мы замечаем тень двух людей, которые едут на мотоцикле, хотя сам мужчина утверждает, что он путешествовал в одиночку. Он показывает записи камеры с различных углов, на многих из которых вы увидите тени двух людей сразу. Ангел. Следующее видео действительно жуткое, особенно для тех, у кого есть дети. Человек, похожий на теневую фигуру, наблюдает за ребенком, наклоняется и смотрит на него. Многие предполагают, что, возможно, это ангел-хранитель. День мертвых. Следующее видео было снято в День мертвых. Это праздник, на который люди украшают свои дома и устанавливают алтари для умерших родственников. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Делас Моос Хан снимает на видео алтарь, который она подготовила к празднику, и документирует нечто странное. Посмотрите внимательно на правый нижний угол. Кажется, что прозрачная фигура медленно приближается к алтарю, а затем исчезает в воздухе. Стена. Девушка исследует заброшенное здание в Мексике и внезапно обнаруживает нечто пугающее. Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. ¿Qué rayos será eso? Когда она осматривается, то видит в одной из стен, которая уже слегка обрушилась, что-то необъяснимое. Как она утверждает, это было похоже на глаз, но не обычного человека, а чего-то паранормального. Посмотрев это видео, зрители решили, что это могло быть животное или же предмет, который застрял в стене и создает такой эффект. Но также комментаторы предполагали и более темные теории, среди которых была встреча со злой сущностью. На следующий день девушка решает вернуться туда, так как инцидент не выходит у нее из головы. Y por acá está el cuarto donde estuvimos viendo al animal. Estuvimos más de 5 minutos viéndolo, no hacía ningún tipo de ruido, no maullaba, no parpadeaba después de los golpes. Осмотрев здание, она уже никого не находит. Эксперимент. Мужчина по имени Рис утверждает, что его квартира населена привидениями. Он переживал ужасающие события, от шумов, которые разносились по всему дому, и до перемещения предметов. Рис говорит, что видел нечто ужасающее накануне, поэтому решил записать видео, чтобы доказать своим родным и друзьям, что нуждается в помощи. Он решает установить камеры повсюду для сбора доказательств и фиксирования паранормальной активности. Рис проводит странный эксперимент, посыпая чем-то белым темную ткань, в надежде, что кто бы ни обитал в его квартире, оно будет замечено. Перед тем, как пойти спать, он просматривает записи с камеры и понимает, что смог заснять нечто действительно пугающее. Посмотрите.
Чьи-то следы появляются, будто кто-то проходит по его квартире, хотя никого не видно. Зрители после просмотра этого видео стали спорить в комментариях. Некоторые считают, что это доказательство того, что в квартире действительно живут призраки. В следующем видео медсестра работает в ночную смену в больнице в Далласе, штат Техас. Видео снято на определенном этаже этой больницы, где многие пациенты утверждают, что видели необъяснимые вещи. Ночью два медицинских работника убирают медицинский пункт, когда замечают нечто странное. Посмотрите и послушайте внимательно. Did you hear her? Yes. You hear her? So I sleep in over, we woke him up. We woke him up. Сначала можно не услышать, но если увеличить громкость, слышно, будто маленькая девочка напевает песню. You hear her? В этой больнице было снято еще одно видео, в котором другая медсестра зафиксировала странный инцидент. That was you. No, I swear to God. Was that something? Когда она идет по коридору больницы, можно услышать звуки, на которые медсестра обращает внимание. Она говорит, что рядом никого не было и не понимает, откуда они могли доноситься. Медицинский персонал больницы считает, что звуки, которые они слышат, принадлежат маленькой девочке, которая находилась в больнице несколько лет и скончалась прямо здесь. Фотографии. На Reddit один пользователь выложил серию фотографий с камерой безопасности. Он говорит, что камера запечатлела призрачное присутствие, которое видно невооруженным взглядом. Жуткая сцена развернулась в комплексе, где произошла череда ужасных событий, от смертельных инцидентов со стрельбой до передозировки. Давайте посмотрим на то, что же удалось снять. Поздно вечером друг семьи вернулся домой и пытался открыть постоянно заедающий замок. Но если вы присмотритесь, то увидите справа белую аномалию, которую многие сравнивали с призраком. Пользователь, который поделился этими данными, писал, что эта фигура была похожа на мужчину и она двигалась. Однако дебаты на Reddit не прекращались. Кто-то писал о том, что такие фотографии очень легко подделать. Страхи Мэнди. Мэнди, которая уже появлялась у нас в подборках, замечает странные звуки в своем доме. Она установила камеры не только в доме, но и на заднем дворе, чтобы понять, что преследует их семью. Однажды ночью камера на заднем дворе обнаружила движение. Давайте посмотрим. Несмотря на отсутствие видимых объектов, на видео слышны жуткие звуки. Несколько ночей спустя, находясь вне дома, Мэнди снова получает оповещение о движении. In
На видео слышны звуки царапания и стука, а также слышен тревожный голос. Беспокойство Мэнди усилилось по мере того, как нечто, казалось, проникло в спальню ее сына. I gotta change it. It's all wet. Maybe I have to. It's all wet. I'm sorry, but your pee didn't show the bed. Some of the pee. Yes. I know. Mama's gonna be in the bed. I know. I tried giving you the bubbers. You wouldn't take the bubbers. Now you have nothing for bubbers. No bubbers for what now? No bubbers for you now. I'm not giving you bubbers now. Oh. I'm just getting another bottle. В комнате голос зловеще заявляет, что я вижу тебя, и ты теперь мой. Мэнди убеждена в том, что нечто зловещее обитает в их доме. Несколько ночей спустя наружные камеры засняли жуткое зрелище. Размытая фигура, восседающая на вершине дома, проявляется как тень, прежде чем постепенно превратиться в различимую человеческую фигуру. Встревоженная этим событием Мэнди обращается в полицию с просьбой помочь с обыском. В ходе расследования полиция не находит ничего подозрительного ни в доме, ни около него. Сиделка. В следующем видео сиделка следит за клиентом, не выходя из дома. Она использует видеоняню, когда находится в другой комнате. Надзор требуется некоторым из ее клиентов для предотвращения несчастных случаев. Всякий раз, когда она приходит к одному из клиентов, она обнаруживает тревожные явления, которые записывает на камеру. Давайте посмотрим. Белая аномалия, кажется,
появляется внизу, около кровати, прежде чем зависнуть над человеком, который просто лежит. Рядом можно заметить еще одну подобную сущность, которая задерживается у кровати. Наблюдая за этим явлением, сиделка убеждается в существовании призраков. Паранормальная активность. Мужчина, который сталкивается с паранормальными явлениями в своей квартире, выложил это видео. Давайте посмотрим. So it's doing it again. That switch down there is on. You can see it past my shaking. This one is on, okay? It's Mom. See what I mean? It's you can hear it. Mom, nope. Мужчина пришел проверить свою собаку Оскара. Однако, когда свет в коридоре начал мерцать, это побудило его начать записывать видео. После просмотра отснятого материала, мужчина оставался в недоумении, полагая, что может быть что-то происходит за пределами их понимания. Несмотря на то, что они живут в этом доме более 2 лет, с такими странными инцидентами они столкнулись впервые. В видео мужчина показывает, что свет можно включить с помощью 2 выключателей, один из которых рядом, а другой в конце коридора. Странная активность. В следующем видео Доминик ощущает странную активность в своей квартире с тех пор, как переехал туда. Он часто слышит голоса и видит теневые фигуры. Однажды, когда он вернулся домой из церкви, то услышал громкие стуки и решил заснять все на камеру. Come on. You just stopping? Do it again, you fucker. Wait, you got no more now? You don't want to fucking do it anymore? Jesus! God fucking damn it, what the fuck was that? Oh. Oh shit. Всего через несколько мгновений после начала видео мы слышим громкий стук. Он приближается к двери и бросает вызов духу постучать еще раз, но ничего не происходит. Через несколько секунд после того, как он открывает дверь шкафа, Доминик слышит громкий хлопок. Он находит разбитую рамку с фотографией в другой комнате, которая по какой-то причине упала. В следующем ролике, когда мужчина готовил себе ужин, произошло нечто странное. Инцидент был заснят на камеру наблюдения, и он все еще не может его объяснить. Сначала ничего особенного не происходит, но спустя несколько секунд рулон бумаги начинает двигаться на столе и падает. Обратите внимание на собаку. Как только рулон падает, она начинает лаять, но не на него, а на то, что мы с вами не видим. Подвал.
Данное видео было найдено на Reddit. Пользователь, загрузивший это видео, утверждает, что слышал странные необъяснимые звуки, которые доносились из его подвала. В течение нескольких ночей подряд он их игнорировал, но после того, как кто-то начал звать его прямо из подвала, он решил спуститься. В темном подвале он сталкивается с тем, что его действительно пугает. Hello? See, I heard like a clapping sound. There's nobody. Hello? It's cold in here. What was that? Hello? Когда автор находится внизу, кажется, что кто-то стоит позади него. Когда мужчина оборачивается, то уже никого не видит. Однако он замечает чье-то лицо, которое смотрит, кажется, прямо на него. После этого мужчина в страхе убегает из подвала. Дом родителей. Мужчина считает, что в доме его родителей обитают призраки. Он выложил на Reddit эти кадры с камеры видеонаблюдения, на которых можно увидеть нечто действительно жуткое. Посмотрите. Некоторые зрители подумали, что тень может просто принадлежать кому-то, кто находился в другой комнате. Однако мужчина дополнил, что в 1950-е годы пара владела этим домом, а женщина трагически скончалась из-за проблем со здоровьем прямо здесь, в этой комнате. Мужчина вскоре также умер, так как не смог смириться с потерей супруги. Вокзал. Видео было снято во время осмотра ночного вокзала. Один из охранников не сразу понял, что он заснял нечто паранормальное. Посмотрите. С первого раза сложно заметить, но если замедлить видео и увеличить, в одном из вагонов можно увидеть призрачное лицо. Охранник говорил, что было 3 часа 34 минуты утра, а поезд был без пассажиров и ожидал следующей поездки. На той стороне. Следующее видео выложил Диего, испанец, который 2 года фиксировал странные события в своем доме. Некоторые его видео собрали десятки миллионов просмотров. Тем не менее, заинтригованные зрители пытаются рационализировать тревожные явления, которые он снимает. Чаще всего в его видео упоминался дух ребенка, который, казалось, хочет поиграть с ним. В одном из видео, когда Диего слышит звуки, он замечает часть лица, похожего на ребенка. Он появляется только на мгновение и смотрит на Диего. Когда мужчина двигает тумбу, то никого там не обнаруживает. Зрители разошлись во мнениях. Одни писали, что учитывая плотное прилегание тумбы к стене, неизвестно, как там бы мог спрятаться ребенок. Вторые говорили, что все видео Диего похожи на постановку. Уже через несколько дней Диего вздрагивает от громкого стука и сразу берет телефон для съемки. Hay un niño golpeando la puerta. Он идет к входной двери, где видит ребенка, стоящего по ту сторону. Однако, когда Диего открыл дверь, ребенок просто пропал.
глаза. Следующее видео было найдено на Reddit. Многие писали, что на нем удалось заснять нечто необъяснимое. Давайте посмотрим. По словам девушки, несколько дней назад, когда она смотрела телевизор, увидела нечто пугающее, как пара глаз выглядывала из темноты и смотрела, кажется, прямо на нее. На следующий день она искала следы или подсказки для того, чтобы понять, что же это было, но ничего не нашла. При увеличении это похоже на лицо с горящими глазами. Некоторые пользователи написали, что это похоже на инопланетян. Часть комментаторов отметила, что после просмотра этого видео они не могли уснуть, мучаясь в догадках. Страхи Бобби. Мужчина по имени Бобби уже появлялся у нас в подборках. Следующий ролик снят именно им. В доме у Бобби в течение последних 2 лет происходят странные инциденты. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Я продолжаю слышать странные звуки. Я не знаю, что это, черт возьми, такое. Это похоже на стук, скрип шагов. Это либо в моей комнате, либо в комнате Скай. Видите ли, говорю вам, я продолжаю слышать странные звуки. Мне кажется, они доносятся из моей комнаты. See, I keep this up against the cabinet because the dolls like to try to open the doors and shit. It's weird. I don't know what that sound is though. Что, черт возьми, это был за человек? Йоу. Да пошло оно все нахуй. This. This. I'm good on that. Yeah. В этот раз я не собираюсь лезть туда. Bro. I'm all shaking and shit. Yo. Yeah. Когда Бобби осматривает шкаф, он слышит звук шагов, а уже через несколько мгновений раздается голос, кажется, маленького ребенка. В тот же день Бобби стал свидетелем еще одного паранормального инцидента. Bro. Our fridge just opened. We're trying to waste electricity. Bro. Я только что заметил это краем глаза. Не могли бы вы сделать еще один ход? No. Okay. Bro, перестаньте играть со мной. Не могли бы вы сделать это еще раз?
man. Bro, you just spilled water all over my floor, dude. Are you serious? Как только он выпил стакан воды, тот начал двигаться самостоятельно, падая прямо у него на глазах, будто кто-то или что-то, чего мы не видим, специально опрокинуло его. Мы начинаем снова. Это ее пианино. Она только что дважды нажала на клавиши. И это тоже происходит не в первый раз. Это случилось, когда моя девочка тоже была здесь. Но когда я здесь один, это всегда сводит с ума. Или когда моя дочь спит. Я же вам говорил. Hello? Посмотрите, здесь есть пианино. Не обращайте внимания на ее комнату. У нее так много чертовых игрушек. Мы должны убирать здесь каждый день. Hello? Well, y'all caught the piano. I don't know if y'all catch anything else. Обычно это происходит один раз, и каждый раз, когда я пытаюсь что-то записать, ничего не происходит, так что... But at least y'all caught that part. Yo. No, I'm good. No, I'm good. That... I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. Every time. But yeah, welcome to our apartment. В следующем видео в детской комнате кто-то будто нажимал на клавиши пианино. И это было еще не все. Сразу после этого инцидента игрушечный робот включился сам по себе. Бобби уже начинал привыкать к этим событиям и снимал ролики день за днем. So it's like almost 11:30. It's like 11:13. And I swear that dog keeps moving. Either the little one or the big one, I don't know. But I keep seeing it out the corner of my eye, and every time I look over it just looks like, I don't know, either the foot or the head or something keeps moving. But I don't know. The dark plays tricks with you, so you might have been just seeing shit. No, look, I'm telling you, it looks like it's moving. It's a right arm. Скажите мне, что это дерьмо не двигается с места. Yo, I told you I saw that. I told you it was moving. В следующем видео обратите внимание на кукол, которые сидят в коридоре. Одна из них начинает шевелить рукой без видимой на то причины. Бобби наблюдает за этим инцидентом и продолжает снимать паранормальные события. Вам нужна помощь. Hello? Hello?
Это вы катили мяч? Can you play the low key? Oh, See, this is where I draw the line, man, and y'all want me to be brave. В еще одном видео Бобби услышал чей-то голос прямо в комнате своей дочери. Нечто говорило «помоги». Бобби уже был уверен, что его уже не испугать, но он ошибался. На следующий день он показывал новый шкаф, который купил для своего дома. Обратите внимание на отражение справа. У нас есть шкафчик для кукол с привидениями. Мы купили его примерно за $30. Мне пришлось его почистить. Он очень пыльный, а потом оказалось, что куклы в него даже не поместятся. И это полный отстой. Which sucks because it is such beautiful. There's a lot of space down here, but you know, I'm not doing that. I don't want to shelter them. Темную фигуру можно увидеть в отражении. Всего в нескольких сантиметрах от Бобби. Силуэт стоял абсолютно неподвижно. Кажется, просто наблюдая за мужчиной. Беги. Когда мы бродим по лесу, то вряд ли ожидаем столкнуться с чем-то ужасным. Мы слушаем шелест листьев, пение птиц. Но на этого мужчину, как кажется, у Вселенной были другие планы. Mais je pense que le professeur ne va pas venir aujourd'hui. Donc je retourne à la maison. Конечно, на первый взгляд может показаться, что сущность позади него – обычный человек в костюме. Многие комментаторы писали, что это было действительно похоже на скинвокера, который может маскироваться под человека. Были и зрители, которые высказали точку зрения о том, что это может быть член племени. Субстанция. Записи с камеры видеонаблюдения иногда становятся похожи на страшный сон. Девушка по имени Сандра выложила в ТикТок этот ролик, опасаясь за свою жизнь. Давайте посмотрим. На заднем дворе поздно ночью можно увидеть нечто странное и загадочное. Белая субстанция или какое-то существо, похоже, выходит из дома. Но это было еще не все, что удалось заснять. Сандра говорит, что она почувствовала тревогу во время просмотра этих видео. Этой же ночью какая-то темная фигура в платье быстро проходит в кадре, прежде чем видео обрывается. Дом престарелых. Следующий ролик был снят камерой наблюдения в доме престарелых. По словам семьи, они таким образом присматривали за своей бабушкой. Бабушка жаловалась, что некий мужчина навещал ее по ночам. Она видела кошмары и ужасно страдала от разного рода болей. Она говорила, что когда кричала о помощи по ночам, то мужчина просто исчезал в воздухе. Поэтому родные установили камеру в целях безопасности.
Однажды ночью нечто было поймано на камеру наблюдения. Что-то белое плавно перемещается по палате, приближаясь к бабушке, которая лежит на кровати. Кафе. Мужчина поделился записями камеры видеонаблюдения в одном из кафе в Индиане. Это серия роликов с разных камер. Мужчина рассказал, что он сам убедился в том, что когда нет клиентов, в кафе происходят странные вещи. Освещение включается само по себе, открываются двери и перемещаются предметы. Новое место. В следующем ролике семья, обосновавшись на новом месте жительства, столкнулась с тревожным событием. Они находили Библию открытой и замечали кровь в своей столовой сразу после переезда. Соседи сообщили им, что в доме раньше жил врач и его жена, которые не были гостеприимными и никогда не звали в гости. Женщине удалось задокументировать несколько событий. Давайте посмотрим. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? На видео собака сидит в клетке, а нечто будто пробует открыть дверь. Обратите внимание на левую часть клетки. Кажется, кто-то просто пытается выпустить собаку. Но это было еще не все, что происходило в этой квартире. Открывание дверей на кухне также было заснято, когда в комнате никого не было. Спустя несколько дней
когда женщина находится на кухне и хочет перекусить, контейнер с едой открывается сам по себе. Она говорит, что контейнер стоял на кухне несколько часов, и еда там была холодной, поэтому он не мог открыться сам по себе. Спустя несколько мгновений, когда она его закрывает, он открывается снова. Женщина рассказывает, что за этим домом стоит нечто большее, чем просто физические законы. Спустя несколько дней она решает изучить кадры с камеры наблюдения и замечает нечто пугающее. Раздвижные двери начинают закрываться без видимой на то причины, а собака обращает на это внимание. Собака, казалось бы, ведет себя спокойно и непринужденно, но она пристально смотрит на двери, будто видит кого-то или что-то. Кладненько, где пожрать? Колбаски втащу. Игры разума. Вероника Шеннон, мать-одиночка, утверждает, что раньше она жила в квартире с привидениями. Ночами напролет она слышала странные звуки и видела необъяснимые явления. Громкие удары будили ее, звуки шагов не давали заснуть вновь и вновь. Вероника, как любой скептик, всячески отмахивалась от этого, говоря о том, что разум просто играет с ней. Тем не менее, из соображений безопасности она решила установить камеры в своей квартире. Однажды ночью камера засняла то, от чего девушке все еще не по себе. Давайте посмотрим. Прозрачная размытая фигура стоит напротив двери. По словам Вероники, в этот момент к ней приходил друг, и она понятия не имеет, что это было. Мужчина утверждает, что он не заметил ничего подозрительного в тот момент. Такие явления, тем не менее, она снимала сразу несколько раз. Следующее видео от Меган, девушки, которая ловила рыбу со своим кузеном. Они были на отдыхе в Мексике и решили, как всегда, отправиться на рыбалку, несмотря на слухи о том, что в этом месте обитают странные подводные существа. В видео Меган на хорошо освещенном причале. Все идет своим чередом. Она забрасывает удочку, и сначала это видео кажется весьма обычным, но это не так. I was out here fishing and sirens came from this island. I swear to God, I have it on video. I'm gonna play it shortly. Did you catch that, guys? Okay. For real though, my cast is gonna be gone. Guys, use nothing on your hook. I have a worm. Guys, do you hear this? Всего лишь несколько мгновений после начала видео мы можем услышать приближающийся странный подводный стон. Судя по реакции девушки, шум ей не знаком. Комментаторы убеждены, что Меган получила доказательства существования мифического существа, известного как сирена. По легенде, эти женщины заманивали проплывающих мимо мореплавателей своим дивным пением, и те никак не могли удержаться от соблазна причалить к берегу. Затем они их убивали, затягивая в глубины моря. Семейное фото. На следующем видео родственники собирались для общего фото. Когда одна из женщин снимала видео, она не сразу заметила что-то странное. Смотрите внимательно.
Взгляните на женщину, которая стоит посередине. Кажется, сзади нее стоит нечто жуткое, даже неземное. Трудно понять, кого именно мы увидели, но часть зрителей предполагала, что это мог быть манекен. Другие писали, что это похоже на инопланетную сущность, у которой нечеловеческое лицо. Задний план. Молодая девушка публикует в ТикТок видео с ее любимой собакой. Все видео очень милые, за исключением одного. Давайте посмотрим. Do a voiceover for the past hour and just something is like not allowing me to do it. But lately I've been feeling like I'm being watched by someone or something, and my dog has been acting so strange. And today my sister was recording him and I'm trying to get a cute video of him sleeping, and look at what she sees in the background. Guys, I cannot make this up. It's real. We're both scared. Пока девушка снимала собаку, она заметила нечто странное на заднем плане. Зрители говорят, что это похоже на дух ребенка, который смотрит прямо на собаку. Спальня. Камера видеонаблюдения в спальне засняла нечто действительно жуткое поздно ночью, когда мама со своей дочкой спали. По словам матери, камера была установлена, чтобы следить за ребенком, так как часто девочка остается спать одна. То, что произошло той ночью, навело женщину на вопросы, ответов на которые она не знает. Она выложила это видео для того, чтобы разобраться в ситуации. Девочка будто что-то увидела, издала страшный визг, что и разбудило ее маму. Попытки успокоить дочку первое время были напрасны. По словам матери, ее дочь заметила что-то на потолке в тот момент и была будто парализована от страха. Большая часть пользователей согласна с тем, что видео действительно жуткое, а девочка выглядит искренне напуганной. Туннель. Следующее видео было найдено на YouTube. Крис отправляется в путешествие по загадочным туннелям. Он изучил карту туннелей и отправился прямо туда. Спустя несколько минут он уже начал предполагать, что может находиться тут не один, поскольку ему постоянно слышались странные звуки. Переживания Криса были оправданы, так как уже спустя полчаса поисков он наткнулся на нечто, что не может объяснить. Существо со светящимися глазами на мгновение появляется в туннеле и исчезает. Несмотря на эту встречу, Крис не боится и продолжает исследование туннелей. Like somebody screamed. Спустя примерно полчаса поисков, Крис слышит звук, похожий на чей-то жуткий голос. Несколько минут спустя Крис выходит из туннелей невредимым, ощущая чувство облегчения. Происшествие.
Девушка по имени Сэм поделилась серией видео с тревожными происшествиями. В первом видео она исследует тускло освещенное помещение. Через мгновение с полки падает некий предмет, а девушка не понимает, что могло вызвать это падение. The carts have like fudge on them or whatever. I don't know why that thing fell earlier. I'm really... В следующем видео, когда Сэм находится в той же комнате, коробка вдруг двигается на полке прямо во время записи видео. В следующем ролике, в начале записи, она упоминает, что слышала постукивающие звуки. Зайдя в гостиную, она расспрашивает свою семью об источнике этого шума. Продолжая свое расследование, она входит в ванную, где думает, что источник звуков находится в душе. Are you guys tapping on something out here? Wait, shh, shh, shh. Where is it? The shower? What the hell? В заключительном видео девушка сидит на лестнице и вступает в диалог с предполагаемым духом. No way. Она обращается к духу, заявляя, что он любит хлопать дверями в доме и предлагает сделать это прямо сейчас. Через мгновение дверь силой закрывается, а Сэм убеждается в том, что в доме действительно обитают духи. Фигура. Пользователь опубликовал это видео на Reddit, написав, что оно заставит любого спать с включенным светом. Видео было снято на камеру наблюдения, которая установлена возле дома. Изначально видео кажется банальным и неинтересным, но все меняется довольно быстро. Посмотрите. Появляется прозрачная фигура, которая быстро бежит и буквально исчезает в воздухе. Владелец дома был в замешательстве, и когда просматривал видео вновь и вновь, то не мог поверить своим глазам. Следующее видео было найдено на Reddit. Мужчина по имени Ларри стоит в небольшой пробке, а его автомобиль Tesla показывает вид сверху. Смотрите внимательно. The Tesla thinks there's somebody on a bike next to me. But there's nobody there. I'm gonna drive through the Starbucks. Видно, что рядом с машиной находится человек на мотоцикле, но Ларри показывает, что по факту там никого нет. Oh, there's nobody there. Ain't nobody there. Oh, now it's supposed to be up there. What? Come on, bro. Don't let me find out there's like some news article about somebody on a bike that got killed here. Ларри оглядывается вокруг, но не замечает абсолютно никого. Ни байкеров, ни велосипедистов рядом нет. Долго думая над этим событием, на следующий день Ларри возвращается на то же место и снова записывает видео. Same Starbucks. Same Starbucks. It's like, I don't know, 7 in the morning. Friday. Yeah. No ghost. Теперь рядом с автомобилем никого нет. Ларри не понимает, что в тот раз ему удалось зафиксировать. А зрители, посмотрев видео, разошлись во мнениях. Многие предположили, что это был простой программный сбой.
тепловизор. Следующее видео было найдено на испанском канале о паранормальных явлениях, а первоначальный источник неизвестен. Можно увидеть, что мужчина проводит исследование в комнате, предположительно населенной призраками. Сначала не происходит ничего необычного, он показывает комнату и куклу, но когда мужчина достает тепловизор, он замечает кого-то или что-то. What the hell? What is that? What the? Это нечто видно только с помощью тепловизора. На обычной камере оно не появляется. Мужчина говорит, что страшнее этот момент делает то, что гардероб стоит близко к стене. Там просто нет места для нахождения кого-то или чего-то. Поэтому он убежден в том, что это был реальный призрак. Стрим. В следующем видео девушка по имени Ари ведет стримы из Южной Америки. Одна из трансляций, которая была несколько лет назад, все еще ставит зрителей в затруднительное положение и пугает. Dicen, la niña de atrás que no hay niñas atrás, dejé de querer asustarme. La niña de atrás que no hay niñas atrás, dejé de querer asustarme. В прямом эфире Ари разговаривает с аудиторией и режет фрукт. Во время разговора один из зрителей написал, что кто-то стоит прямо за ней. Ари думала, что ее просто хотели напугать, и сначала не придала этому особого значения. Все больше зрителей стали замечать, что на заднем фоне было нечто похожее на ребенка. И действительно, вблизи кажется, будто это маленькая девочка или даже кукла. Темная фигура. Следующее видео было найдено на YouTube. Это фрагмент записи с камеры наблюдения около дома. Первые несколько секунд ролика ничего необычного не происходит. Однако уже через мгновение вы увидите нечто действительно странное. Размытая темная фигура, кажется, движется целенаправленно по пути, а затем исчезает из поля зрения. Некоторые полагают, что это был просто кот, который двигался по дорожке. Однако пользователи также писали про человека-тень и про призрачные явления. Распознавание. В этом видео разработчик программного обеспечения решил показать свою новую программу по распознаванию лиц. Он не думал, что обычная презентация для инвестора превратится в кошмарный сон. Программа считывает лицо и определяет пол, возраст и эмоции человека. Мужчина наглядно показывает, как программа считывает его состояние и указывает заданные параметры. Но уже спустя несколько мгновений происходит нечто пугающее. Happy, dan ketika saya marah dia akan muncul di bawahnya angry, dan juga ketika saya sedih seperti ini dia akan menunjukkan bahwasanya saya sedang sedih, sad. Межкомнатная дверь открывается, а программа улавливает чье-то женское лицо. Она указала пол, возраст и выражение лица, и это действительно напугало разработчика. Особое внимание привлекает возраст, который составляет более 500 лет. Мужчина говорит, что программное обеспечение работает по шаблону, по заранее установленному образцу лица человека, и на основании этого автоматически распознает другие лица. Одни из зрителей предполагали, что программа могла дать сбой, или же по ошибке распознала лицо в чем-то весьма безобидном. Обзор.
В ТикТок было опубликовано видео с обзором квартиры, которое сбило с толку зрителей. Изначально это должен был быть простой обзор квартиры. Однако после просмотра ролик начал действительно пугать. Видео начинается достаточно безобидно. Агент показывает зрителям различные комнаты, но уже через несколько мгновений на кухне можно заметить нечто жуткое. Посмотрите. Можно увидеть мимолетное изображение того, что похоже на ребенка, который движется с нечеловеческой скоростью. Агент рассказывает, что ключи есть только у него, и в доме никого не было, когда он снимал обзор. Присутствие этого загадочного ребенка вызвало бурю теорий. Многие полагают, что это мог быть потерянный ребенок, однако другие говорят, что скорость перемещения этого нечто носит тревожный характер, и у него могут быть злые намерения. Радио. Следующее видео снято девушкой, которая показала, как ее радио передавало тревожные звуки. Послушайте сами. Слышны странные звуки, будто кто-то передает ей сигнал по радио. Зрители писали, что это могла быть попытка инопланетян связаться с нашим миром. Мистика везде, в каждом углу тени. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм. Где призраки играют. Ошейник. В следующем видео женщина поделилась моментом, который назвала самым убедительным доказательством существования призраков. Женщина рассказала, что когда она пересматривала кадры с камеры видеонаблюдения, то заметила, что призрак, по ее мнению, снимал ошейник с ее собаки. Это жуткое видео убедило многих людей в том, что призраки действительно существуют.
Вы можете видеть, как две ее собаки, обе в разных клетках, лают друг на друга, и они продолжают делать это без остановки. А через несколько секунд животные полностью затихают и некоторое время стоят на стороже. Черная собака, которая находится в клетке справа, начинает скулить и внезапно пугается, когда ее ошейник снимается и падает. Это как раз то, что убедило ее владелицу в существовании призрака. С момента публикации видео набрало более 1 миллиона лайков и 1000 комментариев от людей, которые говорят, что это реальный призрак. Фермерский дом. Следующее видео было снято мужчиной по имени Фил, который любит исследовать разные места и показывать их зрителям в прямом эфире. В этот день он исследовал старый заброшенный фермерский дом и проводил прямую трансляцию. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Некоторое время Фил проводит в доме и исследует его. Как только наступает вечер, зрители видят то, от чего испытывают шок. По мнению комментаторов, мужчина заснял теневую фигуру в этом заброшенном доме. Дорога. В следующем видео на Филиппинах мотоциклист ехал по оживленной дороге, которая печально известна тем, что здесь происходят несчастные случаи со смертельным исходом. Когда мужчина едет по дороге, то кажется, кто-то прыгает прямо ему под колеса. Он оглядывается назад, но там нет никого, кроме него. Мотоциклист утверждает, что кто бы это ни был, лица у него не было. Завод. Следующий ролик был снят камерой наблюдения на заводе, который находится в Колумбии. Охранники, которые следили за камерами в тот момент, заметили что-то странное. Они подумали, что кто-то чужой пробрался сюда, и один из них пошел проверить. Когда охранник входит на территорию, кажется, что ничего необычного не происходит. Что бы то ни было, на камере его нет, поэтому он включает свет. Картинка немного размывается перед тем, как погаснет свет, и внезапно появляется таинственная темная фигура, которая стоит на территории. Клиника. Следующее видео снято в домашней клинике Японии, которая состоит из 2 отдельных зданий. Она принадлежала человеку по имени Мацу, который жил со своей дочкой Соку. Все было хорошо до 1990 года, когда Мацу закрыл свою клинику после трагедии. Дочь Мацу нашла друзей в клинике и часто навещала их. По пути ей нужно было преодолеть высокую лестницу. Однажды она оступилась и упала с лестницы. В конечном итоге ее не смогли спасти. Владелец рассказывал всем, что в этой клинике теперь существует проклятие и бродит дух его дочери. Мару, любитель острых ощущений,
поздно вечером отправляется в эту клинику в поисках ответов. Он устанавливает несколько камер по клинике и ложится спать. В 2:30 ночи Мару слышит странные звуки и думает, что пришел владелец, чтобы проверить его, но он никого не находит. Когда уже светало и Мару решил посмотреть записи, он заметил нечто довольно странное. Это было похоже на аномалию, которая находилась сначала в одной комнате, потом в другой, а затем произошло еще кое-что. Сама по себе открывается дверь без видимой на то причины, и начинают двигаться различные вещи. Действия продолжаются какое-то время. Мару дождался утра, чтобы рассказать Мацу о том, что ему удалось заснять. Он отправил это видео владельцу клиники, который был убежден в том, что это его дочь бродит по помещениям клиники. После этого Мару потерял контакт с владельцем до тех пор, пока не получил трагическое известие. Через 3 месяца после просмотра видео Мацу, владелец скончался от сердечного приступа. По словам соседей, когда его везли в больницу, он читал что-то вроде заклинания. С тех пор Мару постоянно думает об этом доме, и эти мысли не выходили у него из головы. Спустя почти 8 лет Мару узнал, что кто-то купил это здание, и он убеждал семью пустить его для проведения расследования. Спустя некоторое время они согласились, и Мару вновь вернулся сюда. Первое, что он заметил, что портреты были передвинуты и перемещены в другое место. По словам новых владельцев, они еще не прикасались к имуществу. Мару снова остается на ночь в этом месте и уже спустя несколько часов слышит странные звуки, похожие на шаги на той самой лестнице. Камеры, которые Мару установил в здании, также засняли движение предметов и открывание дверей, как и 8 лет назад. В комнате, где находились портреты, Мару обнаружил новый портрет и был шокирован. Он не знал, кто поставил портрет Мацу и куклу в доме, в котором никто не жил. Неужели Мацу перед смертью подготовил все это для себя? На его портрете была надпись «Я пожертвовал собой ради Тонсан-самы». Возможно, это просто способ Мацу попытаться снова быть вместе со своей дочерью, но уже в загробной жизни. Зрители отмечали, что это действительно страшная история, которая таит много загадок. Аномалия.
Это видео, которое снято камерой наблюдения в этом году, выложил мужчина по имени Мэтт. Сначала кажется, что на кадрах простая улица, но нужно посмотреть внимательно. Черная аномалия появляется словно из воздуха и перемещается по улице. Большинство зрителей не могут объяснить это событие, а другие пользователи ссылаются на паранормальные явления. Подвал. Следующее видео снято в больнице в Неваде. Больница существует с начала 20 века. Она служила для американских племен, многие из которых скончались, даже не добравшись до нее, так как расстояние было приличным. Ютубер находился в больнице ночью и заснял события, которые все еще не может объяснить. В подвале, где хранились тела умерших, он увидел тень, быстро проходящую мимо по коридору. После того, как тень уходит, можно услышать, как закрывается дверь. Не смотри назад. Следующее видео было найдено в TikTok. Девушка по имени Никеша показывает свой макияж для подписчиков. Она находилась в доме одна и не ожидала увидеть кого-то еще. Только после того, как Никеша выложила видео, зрители начали писать ей, что позади нее находилось нечто жуткое. Okay, so I put it on. But yeah, I always feel amazing when I have red lipstick on. I don't know why. I don't know why. Когда она поворачивает камеру, обратите внимание на задний план. Никеша говорит, что это похоже на призрака, который просто сидел у нее на диване. Детская комната. Видео было опубликовано в TikTok девушкой по имени Мэнди. Как она говорила, камера в ее доме засняла нечто действительно жуткое. Мы видим детскую комнату, и сначала кажется, что ничего необычного не происходит. Но нам нужно присмотреться. Взгляните на окно. Можно увидеть жуткое лицо и руки, которые появляются по ту сторону окна. И если приблизить, то зрелище не для слабонервных, учитывая, что в этой комнате живет ребенок. Мэнди теперь еще больше переживает за безопасность своего сына, так как увидела не только, как нечто показало себя, но и как приоткрылось окно. Театр. Охотники за привидениями отправились в театр Рица в Юту. С 1939 года он был предметом дискуссии о призраках. Театр сам по себе является достаточно старым. В нем демонстрировали бесчисленное множество фильмов разных лет, начиная со сказок о сверхъестественном и заканчивая трэш-шоу. По словам владельца театра, однажды ночью он совершал обычный обход, чтобы убедиться в том, что театр пуст и готов к закрытию.
Вглядываясь в тускло освещенный зрительный зал, он увидел силуэты мужчины и женщины, которые удобно сидят и ждут, когда фильм начнется. Однако фильм уже давно закончился, и все зрители давно ушли. Алан позвал ближайшего сотрудника на разговор, чтобы узнать, не пропустили ли они кого-то без разрешения. Тогда и Шерри, которой было 13 лет, с любопытством следила за работой отца, и она говорила, что тоже видела эту пару. Когда они вернулись в зрительный зал, пара уже исчезла. Охотники за привидениями, пораженные историей, отправляются в этот театр в поисках ответов. Они настраивают свое оборудование и располагают камеры по театру, особое внимание уделяя зрительному залу. Shine a light, nothing. Shine a light away. Something's starting to get darker, and then it starts walking down. Reed stopped. He's already all the way down. He's now stopped, and the shadow keeps going, has stopped, and is now walking more and more. It gets to Reed and then disappears completely. Another shadow has manifested, is walking down. Dude, you know, this is the craziest thing we've ever caught. Walks down the aisle, you'll see it start to go to the right and then sit down in the bed. И одна из камер, расположенная именно там, действительно снимает нечто пугающее. Когда один из членов команды остановился, его тень продолжила идти. Посмотрите, призрачные фигуры одна за другой появляются в зрительном зале, будто хотят собраться на просмотр фильма. При просмотре в замедленной съемке видны отчетливые очертания людей. Скептики говорят, что это простая игра света. Однако многие пользователи писали о том, что театр Ридс может хранить не только старые легенды, но и души, которые по какой-то причине не отошли в другой мир. Магазин. Антонио выложил этот ролик в ТикТок. По его мнению, он заснял жуткий инцидент в магазине в Мексике. Vete a la verga. ¿Qué hay? ¿No? ¿No crees? Ay, güey, no mames. Ah, la verga, yo no me voy a asustar, no me voy a asustar y no me voy a asustar y ya. Chingue su. Puta madre, ¿tú qué chingos traes, güey? ¿Qué chingo lo que quieres, cabrón? Perra madre, dejas de estar tranquilo un puto día. Мужчина показывает зрителям магазин и сталкивается с необъяснимым явлением, когда предметы просто начинают двигаться сами по себе. Антонио не останавливается и продолжает снимать события, происходящие в магазине, чтобы понять, с кем или с чем он столкнулся на самом деле. Когда он снова приходит на работу, то его встречает настоящий беспорядок. Предметы просто разбросаны по помещению. ¿Qué hacemos? Oye. ¿Qué, vas a barrer o qué chingados, fantasma? ¿Qué vas a hacer, cabrón? Dime. Vete a la verga. Vete a la verga. ¿Qué mandas o qué? Vete a la verga. No, vete a la verga. Ya chingas tu madre, puto fantasma de mierda. Vete a la verga, güey. Антонио оказывается не в состоянии объяснить все эти явления, которые здесь происходят, но они не прекращаются. Vete a la verga, güey. No, vámonos al chorizo. Vámonos a la verga. В следующем видео Антонио снова сталкивается предположительно с активностью полтергейста. Он говорит, что это уже реальность, которую изменить невозможно, и с которой стоит смириться. Проклятая квартира. Исследователи паранормальных явлений Тома и Хиро рассказали, что им позвонил один из их подписчиков, Тагучи. Он сказал, что в его квартире происходит нечто жуткое, а бывший арендатор и вовсе покончил с собой. Владелец квартиры утверждал, что мысли о паранормальной активности не более чем фантазия, поэтому он убедил подписать договор аренды. Как только Тагучи заехал в квартиру, у него пропал сон. Он начал слышать шаги и голоса и стал жертвой сонного паралича, который случался почти каждую ночь. Исследователи Тома и Хиро заинтересовались этим случаем и решили помочь Тагучи. Они приехали в его квартиру и установили камеры. В течение месяца они собирали записи и просматривали их, и в конечном итоге были поражены тем, что удалось заснять.
Одной ночью Тагучи спал. Предполагается, что он проснулся от кошмара, схватился за шею и впал в панику. Однако во время этого эпизода стоит обратить внимание на коридор, где появляется фигура, кажется, наблюдающая за Тагучи. Когда мужчина просыпается, аномалия исчезает. Исследователи, просмотрев записи того дня со всех камер, обратили особое внимание на то, что камера в коридоре расфокусировалась в тот момент и показали то, что она засняла. Как утверждает Тагучи, он уже не впервые стал свидетелем паранормальной активности в этом доме. Гостиница. Исследователь Ян отправляется в гостиницу, которая имеет весьма печальную репутацию. Она построена в 1864 году, и легенда гласит, что здесь умирали люди друг за другом, начиная от естественных смертей и заканчивая жестокими. Кроме того, часто здесь также убивали простых посетителей. Спустя годы люди, которые приезжали сюда, рассказывали о необъяснимых движениях предметов и даже бродящих по коридорам фигурах. Ян, воодушевленный местными легендами, отправляется прямо туда, чтобы исследовать эту гостиницу. Только начав расследование, Ян услышал несколько стуков на кухне гостиницы, а уже через несколько мгновений произошло нечто действительно паранормальное. Не могли бы вы показать мне, о чем они говорят? Истории о происходящих странных вещах? Я бы хотел увидеть это своими глазами. Есть ли здесь кто-нибудь, кто мог бы сделать это для меня? Это напугало меня. Не могли бы вы повторить этот звук еще раз? Oh, jeez. Hello? Oh, holy shit! Oh Боже my God, мой, something только just что got кто-то thrown. что-то бросил. What the Что, hell черт was возьми, that? это было? Look at that. What the f is that? Oh my God, that's like a spoon. It's on the floor. Ян решает установить стационарную камеру на кухне, чтобы понять, что реально здесь происходит. Посмотрите. Камера на кухне снимает, кажется, некую аномалию, а уже спустя несколько секунд какой-то предмет падает со стола на пол. Ян решил проверить свою удачу, установив Spirit Box. Он пытался понять, что за дух обитает здесь и какова его цель. Несмотря на предупреждение держаться подальше от подвала, любопытство Яна привело его прямо туда. Yes, Ian. Yes. You have to go down there. Okay. Здесь довольно крутая лестница. Hello? Здесь есть кто-нибудь внизу? Хорошо, я буквально только что спустился сюда. Я уже слышу какие-то звуки. Боже мой. Чем глубже я забираюсь в этот подвал, тем сильнее мое беспокойство. Здесь есть кто-нибудь?
Я только что услышал это прямо у себя над ухом. О боже. Мне это не понравилось. It literally sounded like a man's voice going, yeah. Спустя несколько минут исследования, мужской голос ответил твердо «да» на вопрос Яна, подтверждающий свое присутствие в подвале. Вскоре он столкнулся с тем, что даже его напугало. Oh, holy oh my god! That was a black mass! Хорошо, я хочу убраться отсюда. Я хочу убраться отсюда. I can't get out this way. Oh no, please. Я больше не хочу здесь находиться. Я действительно схожу с ума. У меня дрожат ноги. Oh god, yeah, just go towards it. Just go towards it. Just once. Just once. Я просто покажу, что здесь никого нет, а потом уйду отсюда. С меня хватит этого подвала. Oh god. Okay. Just a quick look. Смотрите, видите? Вот видите? Здесь никого нет. Сзади никого нет. I'm done. Темная фигура, напоминающая силуэт человека, внезапно появляется в помещении и проходит мимо. Удивленный и напуганный Ян идет туда, чтобы найти это нечто. Однако звук падающего предмета выводит его из себя, и Ян бежит наверх. Призрак жены. Следующее видео найдено в ТикТок. Мужчина рассказывает, что испытывает необъяснимые вещи в своем доме последние 10 лет. Активность не казалась ему агрессивной, поэтому он мог ее игнорировать и продолжать спокойно жить. Но прошло время, и активность стала интенсивнее. Он решил установить камеры по всему дому, чтобы заснять реальные паранормальные явления, которые происходят в его доме. Он предполагает, что в доме обитает дух его жены, которая скончалась много лет назад. Он часто видел ее вещи, которые были разбросаны по дому. Думая, что это действительно она, этим он утешал себя. Давайте посмотрим, что же удалось заснять. Got up this morning to get my coffee. I walked into the kitchen and saw this. So I guess you guys were right that activity seems to be picking up because I have been, doing renovations. I replaced all this stuff, this dishwasher, this stove, the oven hood there. But this morning when I came into the kitchen, I noticed the cabinet was open, and then I noticed this chair. So I checked the Ring video, and it definitely. And the refrigerator's been making a god-awful noise. It used to make another god-awful noise, like the fan bearings were screeching, and it was just such a loud whistle. Sometimes I'd just unplug it. But sometimes I could unplug it and plug it back in, and it would stop doing it. But now it's making this... Whoa! Okay, see, I didn't even move. I wasn't even moving. That's the first time that's happened since the last time. Okay, it's got to be a bed bearing, but I wasn't moving. Look at that. It's closed, and there's nothing on the edge. There's nothing on the edge that would, like here on this edge, that would push it out.
Сначала он показывает свою кухню, на которой действительно происходят странные инциденты. Он рассказывает, что когда утром зашел сюда, шкаф был открыт, а также показывает последствия этой ночи. Для того, чтобы доказать своим зрителям активность, он также показывает видео с камеры, которая была установлена на кухне. Сначала можно увидеть, как стул двигается, а немного позже около него появляется аномалия, похожая на призрака. Спустя несколько секунд стул падает. В следующем видео мужчина искренне и трогательно рассказывает, что не знает, как реагировать на эту сущность. Говоря о том, что он ощущает, как чья-то рука лежит на его плече, он не понимает, как ему себя вести. Ему бы хотелось, чтобы это действительно была его жена, но он в этом не уверен. Уже спустя несколько дней он снова снимает паранормальный инцидент. Sounds like it's down at the end of the hallway. Right back there. That felt like somebody's right standing behind me. Holy fuck. That was somebody right behind me. It felt like their face was right here. Like they were really tall. I was frozen. I couldn't move. Oh. What the fuck? That's not my wife. And that's not Miss Potter. That felt like something really tall. Он выходит в коридор, слышит чьи-то шаги и голос, будто кто-то просит помощи. Мужчина говорит, что он чувствовал, будто кто-то стоял позади него. Причем в этот момент было достаточно холодно, и он даже не мог пошевелиться несколько секунд. Через несколько дней, по рассказам мужчины, все стало еще хуже, и он уже стал убежден в том, что это не дух его жены, а нечто пугающее. Шоссе. Один ютубер разместил на своем канале это видео. Мы видим запись его вождения на шоссе, расположенном в Канаде. По ночному шоссе мужчина едет осторожно и плавно, но внезапно он замечает что-то на дороге.
будто из ниоткуда появляется женщина, одетая в белое платье. Она стоит посреди огромного шоссе. Как вы можете увидеть, мужчина ее объезжает, чтобы избежать столкновения с ней. Зрители писали, что это могла быть ведьма или реальное привидение. Некоторые предполагают, что призраки связаны с трагическими событиями, такими как несчастные случаи или преждевременные смерти, произошедшие в этих местах. В следующем видео ребенок бродит в своей спальне после пробуждения. По словам матери, обычно сын спит до следующего утра, но тут что-то ему мешало. На первый взгляд обычное видео, но нам нужно посмотреть его до конца. Ребенок, который в силу своего возраста может только лепетать и не может рассказать, что произошло на самом деле, слышит странный голос. Его мама рассказывает, что прошло всего 4 месяца с того момента, как они въехали в этот дом, и до этого ничего подозрительного не происходило. В одном видео многие заметили, что ноги ее маленького сына были вытянуты так, будто кто-то хотел стянуть его с кровати. Часть зрителей склонялась к тому, что говорить могла игрушка, которая находилась в комнате. День рождения. В следующем видео семья празднует день рождения своей мамы. Когда она уже готова задуть праздничный торт, происходит нечто пугающее. Посмотрите. Нечто с темными волосами появляется позади женщины. Полтергейст. Ники Вена в ТикТок поделилась этой записью с камер видеонаблюдения. Когда она была в комнате со своим ребенком, в доме начали происходить странные инциденты. Давайте посмотрим. Сначала дверь кухонного шкафчика слева открывается, а уже через несколько мгновений открывается и шкаф с другой стороны. Некоторые пользователи были убеждены в том, что это может быть полтергейст. Адель. Следующий ролик был снят в отеле, который известен своей мрачной репутацией. Наряду со слухами, работники отеля пытались собрать доказательства существования здесь паранормальных сил. Однажды вечером, когда один из сотрудников пошел за свежими полотенцами, он столкнулся с чем-то поистине страшным. No, pues ahí voy de entrando ya, no me cuidado. Y entonces paso yo a coger las sábanas, comienzo a contarlas porque me perdieron 10 sábanas. Oh, entonces pues, no es que yo estoy ahí parado y todo eso, y estoy recogiendo las sábanas, y se me abre la puerta y ya yo arranco. No, yo no sé, pero yo... Se cayó una cosa y no, yo pues no vuelvo, le digo. Когда служащий отеля входит в комнату и идет за полотенцами, тележка, которую он толкал, начинает двигаться сама по себе. Но это было еще не все. Когда две достаточно мощные двери открываются одновременно, он убегает в поисках безопасного места. Паранормальный дом.
Молодая пара из Мексики утверждает, что в их доме ежедневно происходят паранормальные явления. Внутри движутся предметы без видимой на то причины. Открываются двери сами по себе, а ночью они слышат странные звуки. Creemos que se va a volver a abrir porque se escuchan ruidos. Literal se acaba de escuchar un ruido. No. No mames. Amor, no mames. No mames. В первом видео дверь в их спальню открывается. Это мужчина успевает заснять на камеру. Затем предметы на столе начинают падать без видимых причин. No mamen, chavos. Amigos, la neta es que nos habían prohibido grabar. Por eso que no habíamos subido nada. Ven, amor. Nos habían prohibido grabar en la casa. Pues porque según habita ahí un ente. Y aquí qué pedo. ¿Creen que algo pues nos siga donde nos movamos? Literal no hay nadie. O sea, no hay nadie más que no sea Steph y yo. Ahora nada, o sea, no se mueve otra cosa, solo se mueve eso. В следующем видео, когда они отдыхали на заднем дворе, то заметили, как качели начинают раскачиваться, хотя на них никого не было. Еще несколько инцидентов было снято в их доме. Amor, ¿alcanzaste a escuchar? Vete a la verga. No mames. No mames, esa madrecita se movió. Está cabrón. ¿Hay alguien aquí? В одном из событий предметы на кухне падали со стола, а когда они пошли проверить, то никого не обнаружили. ¿Qué pedo? Sí, no manches. ¿Alcanzaste a verlo? Sí. ¿Lo tienes grabado? Sí. ¡La verga! На еще одном видео, перед Рождеством, на их елке начинают шевелиться игрушки, а некоторые из них даже падают. Когда мужчина садится на стул, дверь за ним с силой закрывается так, что он даже вскакивает. Старый дом. Леон утверждает, что он живет в доме, который был построен в 1926 году. Он говорит, что верит в существование привидений, которые время от времени бродят по его дому. Леон попытался заснять события, которые происходили несколько месяцев. Давайте посмотрим. В одной из комнат дверь открывается, а через несколько секунд начинает моргать свет. В
В одном из городов Англии находится необычный паб с богатой историей. Он не раз попадал в заголовки газет как населенное призраками место. Начальство паба говорит, что датчики движения зафиксировали движение предметов глубокой ночью, что вызвало заявление о том, что в пабе водятся привидения. Сотрудники также сообщали о тенях, проходящих мимо дверей, слетающих с полок в стаканах и таинственно включающемся свете. Владелец заведения Алистер Коллинз собрал коллекцию жутких роликов, которые, по его утверждению, были сняты с камер видеонаблюдения, освещая странные инциденты. В пабе таинственным образом выдвигаются стулья, распахиваются двери, и садовый зонт открывается без посторонней помощи. Предметы на столах также передвигаются. Питомец. Следующее видео, которым поделился мужчина по имени Феликс, вызвало оживленные дискуссии. Давайте посмотрим. Любимая собака, кажется, просто резвится на заднем дворе. Но обратите внимание на тот момент, что когда она на мгновение останавливается и буквально замирает, около нее проходит странная белая аномалия. Феликс рассказал, что его собака любила резвиться на заднем дворе с еще одним псом, который как раз недавно скончался. Шаг. Следующее видео было снято на камеру наблюдения. Около двери появляется странная аномалия, похожая на орбу. Она движется и издает странный шум. Послушайте. По мере удаления аномалии от камеры звук пропадает. Дорога. В следующем видео, которое было снято около 3 часов ночи, водитель грузовика действительно испугался, когда увидел нечто жуткое на дороге. Водитель съезжает на обочину и просматривает кадры, которые снял видеорегистратор. И вот что он увидел. Посмотрите. Аномалия, похожая на призрака, появляется на дороге, прямо около грузовика. Сначала мужчина пытался убедить себя в том, что это был обычный человек, но просматривая кадры раз за разом, он видел, что фигура будто прозрачная. Да и откуда человек мог появиться посреди дороги в такое время? В конце концов, он приходит к выводу, что это был реальный призрак. А уже через несколько дней, читая новости, он впадает в шоковое состояние. Именно в том месте, где мужчина видел призрака, произошло ДТП, участники которого утверждали, что видели женщину в белом. Качель. У следующего видео есть предыстория. Тереза страдала от неизлечимого заболевания. У нее обнаружили рак. За ней ухаживала дочь Норма до того момента, пока это было ей по силам. Но потом ей пришлось увезти ее в хоспис.
где она погибла. Отец девушки тоже скончался, но уже после этого в их доме произошло нечто странное. Норме пришло оповещение на телефон о движении на заднем дворе. На крыльце, а именно на качелях, действительно что-то было. Едва уловимая фигура будто идет к качелям, садится и начинает покачиваться, исчезая на глазах. Девушка рассказала, что это качели ее отца, на которых он любил курить. Когда она показывала видео своим родственникам, они подтвердили, что это может быть дух ее покойного отца. Антикварная кукла. Следующее видео найдено в ТикТоке. Шарлотта после того, как подобрала антикварную куклу, начала слышать необъяснимые звуки и заподозрила наличие паранормальных сил в квартире. Шарлотта решила установить камеру для записи и документирования событий. Вот что произошло, когда дома никого не было. Можно увидеть объекты, которые падают на пол. Через мгновение собака входит в комнату и вздрагивает, будто видит кого-то. 2 дня спустя Шарлотта решает переставить куклу и замечает, что странные события не перестают происходить. This is what happens whenever I put her near my daughter's old Cabbage Patch doll. But that's not the weirdest part. There's no batteries. But wait, there's more. I even cut the wire to see if that would stop it. Is she causing this? Одна из кукол включается, хотя в ней на тот момент нет батареек. Шарлотта даже перерезала провод, чтобы посмотреть, остановится ли кукла. Девушка считает, что во всех этих событиях виновата антикварная кукла, которая не только выглядит жутко, но и совершает паранормальные действия, которые она не раз снимала на камеру. Переулок. Видео было загружено в ТикТок мужчиной, который, просматривая записи с камеры наблюдения, заметил нечто пугающее. Все это происходило в переулке рядом с домом. Белая субстанция медленно продвигается мимо машины. Некоторые зрители предполагали, что это мог быть дым. Другая часть пользователей убеждена, что именно так выглядят призраки. Настоящий призрак. Следующее видео было найдено на YouTube. Пользователь назвал его как настоящий призрак. Семья посещает старый и предположительно населенный призраками дом. Наверху в одной из комнат, когда они снимают видео, они документируют жуткое зрелище. Посмотрите. I don't know. I don't get a weird feeling in this room at all. Do you feel weird, Becca? I actually do feel kind of weird in this room. Yeah? It's that we know what happened here, and we Sure. know the story behind it, and overall, I think it's just pretty creepy. В зеркале появляется полупрозрачная фигура, похожая на девушку-призрака. Она появляется буквально на секунду, а затем исчезает, будто ее никогда и не было. Посмотрев отснятый материал, семья была напугана этим инцидентом. Кладбище.
Следующее видео было загружено мужчиной на YouTube. Расти посетил кладбище в Арканзасе, чтобы проверить легенду о призраке. В 1990-е годы молодая девушка пропала около кладбища. После нескольких дней поисков она была найдена там мертвой. Ее похоронили именно там, где обнаружили. На том самом кладбище. Согласно городской легенде, она все еще бродит по кладбищу, но уже как призрак. Расти посетил кладбище накануне вечером. Он услышал стоны и был напуган, решая не продолжать. Однако позже он вернулся с дроном, чтобы снять все кладбище с высоты. То, что он заснял, действительно пугает. Давайте посмотрим. Кто смотрел внимательно, явно заметил призрачную фигуру, которая находится возле того самого надгробия. Кажется, она зловеще смотрит в камеру и убегает, когда дрон приближается. Расти старался найти эту женщину с помощью дрона, но попытки были безуспешны, ее нигде не было. В конце видео Расти объясняет, что после съемок его будто тянуло на это кладбище, но он не смог себя пересилить, так как не хочет повторить судьбу этой девушки. Уведомление. В следующем видео пара переехала в новый дом и была насторожена тем, что им постоянно приходят уведомления о движении из разных комнат, когда там никого нет. Они решили установить камеры по всему дому, которые засняли то, что заставило их задуматься о переезде. Давайте посмотрим. Wake up, wake up, wake up, come just open the door. Aren't you waking up? Baby, wake up, wake up! А мне пофиг. Wake up, wake up! Сначала можно увидеть, как Орба перемещается по комнате, но это было не то, что их напугало. Загадочная тень появляется около двери и, кажется, наблюдая за ними. Вообще похуй. Интервью. В соцсети выложили интервью с Джонни Деппом на Каннском кинофестивале. Один пользователь заметил что-то довольно странное. Посмотрите. We're discussing. Быстро пробегающую темную фигуру можно увидеть на долю секунды. Хотя некоторые зрители думали, что фигура могла быть обычным человеком, другие отмечали ее нечеловеческую скорость как знак того, что люди-тени могут мгновенно перемещаться из одного места в другое. И это мог быть один из них. Видео от подписчика. Следующую серию видео прислал наш подписчик. Когда у них появилась кукла, в доме начали происходить странные события. Посмотрите. В первом видео, когда он находился в зале, то услышал, как что-то упало, а потом сам по себе покатился мячик. Видно, что окно закрыто, поэтому оно не могло вызвать падение.
На втором видео двигается кукла. Подписчик рассказал, что когда он находился дома один, у него были подозрения на куклу, и что она уже не первый раз двигается. Также подписчик дополняет, что он и его сестра видели теневых сущностей, но на камеру это не попало, так как камера находилась только в комнате. Гость. Следующее видео было снято камерой наблюдения. Девушка говорит, что она забыла что-то в машине и пошла в нее поздно вечером. По ее наблюдениям, какое-то существо посещает их задний двор ночью, и она чувствует себя не по себе. Тем вечером, когда девушка шла к машине, слева видно аномалию, которая, кажется, ходит прямо в их дом. Девушка говорит, что снаружи в этот момент никого не было. Кладбище. Следующее видео найдено на YouTube. Мужчины отправляются на историческое кладбище в Аргентине, которое было построено в 1886 году. Мужчины натыкаются на склеп и фиксируют нечто пугающее, даже не подозревая об этом. Они посмотрели видео уже после посещения этого места. Давайте посмотрим и мы. Están re abandonados, boludo. Como la lógica, y lo usan como los jaulones, viste, que hacen los panales. Yo, no sé, la abeja se confunde y hace algo similar en ese lugar, ¿viste? No. Miren lo que es esto. Можно заметить жуткую маленькую бледную руку, которая дотрагивается до открытого гроба. Это происходит так быстро, что тяжело заметить сразу. Однако, анализируя видео кадр за кадром, образ жуткой маленькой ручки теперь увидеть легче. Явление. Этот ролик выложила Эшли, которая подозревает, что в ее доме она находится не только со своей семьей, но и чем-то паранормальным. С тех пор, как семья начала видеть необычные явления, они установили камеры наблюдения по всему дому. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. В первом ролике мы видим, как дверь открывается сама по себе, когда в доме находится вся семья. На еще одной записи кресло-качалка покачивается без видимых на то причин. Все происходит ночью, когда все члены семьи спят. Эшли и ее семья тогда еще не знали, что эти инциденты были только началом. Однажды ночью, когда Эшли была дома одна и решила посмотреть сериалы, она заметила темную фигуру в комнате, что побудило Эшли принять меры и уйти на ночь в свою машину. Спустя несколько часов Эшли решает вооружиться спирит-боксом и установить контакт с предположительно обитающими здесь духами. Однако уже спустя несколько мгновений спирит-бокс падает, будто пытается уведомить Эшли о том, что не стоит налаживать контакт с духами.
Следующий ролик был опубликован на Reddit. Мужчина услышал странные звуки в своем доме и решил все заснять на камеру мобильного телефона. What the hell? No way. The hell? Зайдя на кухню, он сразу замечает, как дверь его шкафчика шевелится. Когда он ее открывает, то видит там только посуду. Многие зрители в шутку обвиняют Майка Вазовски из корпорации монстров, так как увидели кружку с ним в шкафу. Слышь, псина, куда ты идешь? Вилла. Мужчина по имени Джастин, который выложил следующее видео, утверждает, что его семья купила историческую виллу 19 века в Лондоне. Однажды камера наблюдения засняла нечто, что он все еще не может объяснить. Около 10 часов вечера кто-то или что-то быстро высовывается из входной двери. Спустя несколько мгновений, кто бы это ни был, проходит мимо машины и исчезает. Белая фигура. Следующий ролик был загружен любителям призраков из Японии. Однажды мужчина возвращался домой с работы и остановился, когда увидел это. Посмотрите. Белая фигура, по форме напоминающая человека, движется в небольшом переулке. Мужчина утверждает, что видео реальное и не подлежало редактированию. Палата. Этот ролик был снят пациентом, который лежал в больнице. Он стал достаточно вирусным в ТикТоке. Давайте посмотрим. Автор снимал свою палату, и на видео попала бутылка, которая безобидно стояла на комоде. Однако, когда камера приближается, вы можете увидеть фигуру, которая стоит в палате. Автор замечает это и показывает свою палату, в которой он находится совершенно один. Отель. Следующее видео достаточно популярно в соцсетях. Было очень много предположений о том, что же мужчине удалось заснять. Дастин говорит, что он работает в ночную смену в предположительно населенном привидениями отеле. Однажды вечером он записывает видео, чтобы отправить его другу. Давайте посмотрим. All day today, I felt bad. Honestly, less like a little bit. I felt bad, and I don't know. I just, like, I feel like I need to go to a doctor, but, like, I'm constantly just, like, nauseous, and I don't really know why. Like, I have tried to, like, take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. But if you wanted to swing by, and say, hey, like, you could, oh, I can't see. I also hate that they always keep this room so fucking dark. Like, come on now. But, anyways, yeah, if you wanted to swing by and say, hey, then, you know, you could. But, yeah, I'm just chilling.
можно не раз увидеть тень, которая стоит позади Дастина, который движется по помещению. На одном из кадров мы видим это нечто с искаженным худым лицом. Миллионы зрителей сделали это видео предметом обсуждений. Одни считали, что это могла быть темная сущность, вторые предполагали, что Дастин хочет прославиться и приложил немного усилий для съемок. Были и те, кто говорил о том, что Дастин выдает желаемое за действительное. It's all fake, can't tell the real from the snake.